дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. С вами Никита, и мы продолжаем делать ремонт. Сегодня у нас будет видео происходить создание стола для кухни и столешницы. Небольшая предыстория. Почему у нас так получилось? Значит, на кухне у нас была использована нестандартная столешница. Столешница у нас не 60-я, а 65-я. 65-я у нас из-за того, что у нас проходит коммуникация сзади, и нам 5 сантиметров пришлось добавить. У производителя есть столешница либо 60-я, либо 1,20 м. Поэтому мы купили 1,20 м столешницу, переплатили немножко денежков за это. И у нас остались опилки. Ну, не опилки, а остатки от столешницы, от пилы. Пойдемте посмотрим. Кстати, помимо того, что он нам их оставил, ребята нам также их попилили в размер, который мы хотели. Вот так стол будет смотреться сверху. Его габарит у нас 70 на 1,30 м. Достаточно большой, удобный будет у нас обеденный стол. Но одна проблема. То, что у нас состоит из двух половинок. Как вы видите. Их вот сейчас будем с вами соединять. Сейчас перетаскиваем половинки сюда и начинаем собирать стол. Засверливать углубление под шпильки буду дрелью на высоких оборотах сверло Форстнера 32 мм. Сейчас буду выставлять. Углубляться буду на 25 мм, как раз таки, чтобы примерно находилась посередине шпилька. Ладно. Единственная у меня проблема всегда с центровкой сверла, точнее удержанием вертикального положения. С торца тоже нанес разметку, соответственно, отверстие. Сверлить отверстие будем. Метка центр отверстия, углубления, и 15 мм от края будет просверливаться. А здесь также. Сверлом на 10 делаем отверстие под шпильки. Итак, для соединения двух половинок нам потребуется несколько гаечных ключей, небольшое количество или некоторое количество силиконового герметика, 4 шпильки, 8 шайбочек и 16 гаек. Сейчас наживим шпильки, оставим небольшое расстояние и будем силиконить. После этого все стягивать. Когда вставили шпильки в отверстие, снаряжаем их шайбами и гайками. Используем по 2 гайки, чтобы законтрагаить и было удобнее нам затягивать их. После всех манипуляций соединяем 2 половинки. Так, вот так мы все соединили. Оставили промежуток. Сейчас будем проклеивать все аккуратненько туда. Силикончик загонять и стягивать после этого.
затяжку шпилек произвел, сразу говорю, если кто-то будет делать, не делайте сразу больше отверстия, не знаю, какие там сверху Форстнера есть, 50-е там или еще какие-то, чтобы более-менее можно было удобно подлезть ключом, потому что мне вот пришлось ключ отпиливать, и все равно не хватало выворота, чтобы нормально подлезть. Более-менее протянул, теперь сейчас на сутки оставим его, пускай засыхает. В принципе, по плоскостям вроде бы все нормально, а завтра уже будем ножки крепить. Размечаем место будущей установки ножек. Делаем 4 отверстия сверлом троечкой по дереву, чтобы саморезы у нас не порвали столешницу и лучше в нее вошли. Далее все места соприкосновения ножек обрабатываем силиконовым герметиком для увеличения площади контакта. Мне кажется, ножки так будут намного лучше держаться к столешнице. Если у вас есть опыт, поделитесь комментариями, насколько это поможет. Устанавливаем ножки. Присверливаем каждую ножку 8 саморезами 6 на 30. После этого стык между двумя половинками столешницы мы пытались заделать восковым маркером для реставрации. Маркер у нас крошится даже после нагревания феном. Результат, конечно, чуть получше, чем у силиконового герметика, которым мы делали большую часть столешницы, но все-таки не очень хорошо. Итак, дорогие друзья, вот такой у нас замечательный кухонный стол получился. Не без небольших косячков, конечно, потому что некоторые вещи мы делали в первый раз, такие как клеили кромку. В принципе, все косячки мы подмазали восковым карандашом, это все не видно. Кромку аккуратно напильничком обработали, как вы видели. Все очень приятно, гладенько у нас получилось. Посередине шов практически не видно. С некоторых сторон под углом это заметно, но не очень сильно. Стол замечательный, широкий, 1,30 на 70 м. Я думаю, нам на этой кухне будет замечательно помещаться. Вдвоем это уж точно. Мы еще стол подвинем вот сюда к розеточной группе. И будет замечательно сидеть. Можно будет поставить ноутбук для просмотра кино, и пока нету телевизора. И, в принципе, за ним будет даже достаточно удобно работать, пока у меня другого места рабочего нет. А так вот такой вот хендмейд у нас получился из-за остатков столешницы, так что грамотно продумывайте свой материал, за который вы платите деньги, чтобы у вас остатки пошли в нужное дело. Вот. Также не забывайте подписываться на наш канал, кнопочка внизу. Обязательно оставляйте комментарии под видео, это помогает в продвижении нашего канала. До новых встреч, пока-пока.